Россия провоцирует НАТО на ответ. Зеленский создает конфронтацию с Китаем, а Китай показывает ту сторону Луны. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Трагедия в Стамбуле. Сколько человек еще остается под завалами? К чему привели обстрелы Харькова и Одессы россиянами? Часть ограничений снята. Но для России это же плохо в итоге. Движение родственников мобилизованных в России признано иноагентом. Это скорее не абсурд, это цинизм. И это какой-то чудовищный цинизм. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал. Это тоже важно. И про кнопочку «Супер спасибо» не забывайте. Поехали. В Стамбуле упал жилой дом. Под завалами находятся люди. Оперативно за работу взялись спасатели. Точное количество людей, которые могут оказаться под завалами, неизвестно. Причины падения трехэтажного здания в Стамбуле тоже на момент записи видео неизвестны. Обо всех деталях будем рассказывать вам обязательно. Владимир Зеленский не согласился с китайским мирным планом. Говорит, альтернативные мирные саммиты для Киева неприемлемы. Как минимум потому, что Украина, как жертва войны, должна сама предлагать мирные инициативы. А при поддержке Китая Россия будет вести войну против Украины значительно дольше, что плохо для всего мира. А вже ж ми без позитиву сприймаємо сигнал Китаю щодо того, що вони не будуть підтримувати, не будуть брати участь в саміті миру. Ми вдячні, в принципі, це публічна інформація є, вдячні президенту Байдену за те, що вони нещодавно дозволили використовувати «Хаймарс» по регіону, Харківському регіону, саме по прикордонню з Україною. Чи цього достатньо? Ні, тому що я вам навів приклад аеродромів, звідки Росія б'є постійно, абсолютно спокійно, знаючи, що Україна не б'є у відповідь. Немає відповідних систем. На жаль, користуючись впливом Китаю на регіон, робить все, користуючись китайськими дипломатами також, робить все, щоб зірвати саміт миру. На жаль, що така велика незалежна країна, потужна, як Китай, є інструментом в руках Путина. Президент Украины говорит о том, что его разведка имеет доказательства того, что детали оружия из Китая попадают на российский рынок. Но не только китайскими деталями он полон. Зеленский в Сингапуре поговорил с министром обороны США Ллойдом Остином. Они обговорили соглашение о безопасности, которое Украина должна подписать с США и другими странами НАТО, чтобы продолжить движение к членству в Альянсе. Насколько близко Украина к НАТО и не зарождается ли конфронтация с Китаем, мы поговорили об этом с дипломатом Александром Харой. Китайцы не хотят брать участие в мирном саммите. Они фактически выступают как адвокаты Российской Федерации. Они предлагают свои альтернативные площадки, идеи, которые не очень вяжутся с международным правом, это первое. А второе, не являются выгодными для Украины, например, как замораживание войны на тех позициях, на которых сейчас стороны есть. Ну и потом долгая дипломатия. Долгая дипломатия у нас длится с Россией с 2014 года. К результатам никаким она не привела, кроме как возобновившейся широкомасштабной агрессии с элементами геноцида украинского народа. Можно ли назвать прорывом заявление на пражском саммите НАТО о том, что на следующей встрече будет построен мостик в НАТО для Украины? И почему все еще не подписано соглашение о безопасности с главным партнером, с Вашингтоном? Естественно, что мы не очень довольны тем, что Китай поддерживает Российскую Федерацию не только покупая, хоть и с большим дисконтом, но в больших объемах российские энергоресурсы и другие полезные ископаемые, не только продавая товары широкого потребления в Россию и таким образом заместив ушедшие западные компании, западные товары, но самое главное – это микроэлектроника и товары двойного назначения, которые используются непосредственно в войне.
Естественно, что нам хотелось бы, и мы считали бы это сигналом к серьезному разговору о мире, о каких-то, скажем так, о каком-то завершении войны, если бы Китай перестал этого делать. Без помощи Китая Россия бы не могла продолжать войну в длительной перспективе. Политическая, дипломатическая, экономическая и военно-техническая помощь Китая, она ключевая для того, чтобы Россия продолжала эту войну, ну и тем более, пока Россия пытается нарастить производство вооружений, и техники и боеприпасов на собственных заводах. В любом случае им нужны и материалы, значит, электроника, ну и также станки, оборудование, которые Китай с удовольствием предоставляет Российской Федерации. МИД Италии отвергает возможность отправки войск в Украину, говорит, это выходит за рамки Конституции Италии. Согласно нашей Конституции, невозможно отправить военных за границу. Также и по оружию вне Украины. Мы не воюем с Россией, мы защищаем Украину. Вот в чем разница. Можно сказать, что таких голосов меньшинство. Заявления о готовности отправки войск на территорию Украины, конечно, в качестве инструкторов звучат все чаще, как и снятие ограничений на использование западного вооружения на территории РФ. Последние заявления звучали от Польши и Германии, которые присоединились к процессу отодвигания этих красных линий. Получается, главный еще момент, что вот этот результат, это то, что часть ограничений снята. Для России это же плохо в итоге. Вот чего в итоге добились. Волчанск не захватили, Харьков не окружили, хотя это и так было понятно, что это невозможно. Там на опасное расстояние к Харькову не подошли, там, условно, на 15 километров, чтобы его там как-то обстреливать. А в итоге еще и добились того, что с Украины сняли часть ограничений. Вот. И что теперь будете делать, интересно? Будете снова махать ядерной дубиной и грозить там пальцем, что типа ой-яй-яй, у вас территория в Европе маленькая, и плотность населения большая, так что не делайте так. И что дальше будет после этих слов? Да ничего не будет. Вот в итоге полный провал, на мой взгляд, как результат всей этой атаки. Аналитики Института изучения войны считают, что неоднозначная позиция США в вопросе разрешения вести огонь по России ослабляет позиции сил обороны Украины. Директор Совета национальной безопасности США по вопросам Европы Майкл Карпентер в интервью «Голосу Америки» говорит, что разрешение Вашингтона, цитирую, распространяется на возможности противодействия огню, которые развернуты по ту сторону границы, конец цитаты. И это должно позволить украинцам защитить себя от того, что в противном случае было бы российским убежищем по ту сторону границы. Мы поговорили об этом с дипломатом Александром Харой. Абсолютно логично не сбивать российские ракеты, которые падают на украинские города, поскольку здесь тогда идет соревнование количества систем ПВО и противоракет против российских ракет. Естественно, было бы логичным уничтожать платформы, с которых запускаются такие ракеты, как в море. И здесь Украина, несмотря на своих партнеров, развила способность уничтожать Черноморский флот. До трети было уничтожено, и, соответственно, меньше возможностей есть убивать украинцев с Черного моря. К сожалению, пока что вот есть такие ограничения в отношении платформ, которые находятся в воздушном пространстве Российской Федерации, либо на земле. Я надеюсь, что американцы пересмотрят эти подходы, поскольку они контрпродуктивны, они фактически дают возможность России практически безкарно, без наказания уничтожать украинцев и продолжать вести эту войну. Движение родственников мобилизованных россиян «Путь домой» объявили иноагентами. Кроме того, жена одного из мобилизованных россиян, одна из лидеров этого движения, Мария Андреева, тоже объявлена иноагенткой. Теперь и мы агенты рептилоидов и враги режима. Интересно, а доказательства будут? Конечно, нет. А еще «Путь домой» ни разу никем не финансировался. Маразм и страх крепчают. Что же дальше? Иноагентами станут мобилизированные и контрактники, которые жалуются на отсутствие выплат и обмундирования? Инагенты с оружием в руках? А может, все, кроме членов ядра, инагенты? Участницы движения жен мобилизованных не раз устраивали акции протеста, ходили к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Но на их акциях задержаний практически не было. Во всяком случае, из участников акции. Журналистов, прохожих, активистов мужчин, но не жен матерей и сестер. Сейчас, видимо, что-то изменилось. Это скорее не абсурд, это цинизм. И это какой-то чудовищный цинизм, еще раз демонстрирующий
как бы, что никакого там патриотизма у этих людей нету, им чужды какие-то такие эмоции, все это для них лишь средство оставаться у власти, и они ужасно циничные, отвратительно циничные. Движение жен мобилизованных, оно не очень сыграло, потому что общество не очень солидаризируется с этими женщинами и с их проблемами. Сначала общество не испытывало этой солидарности, потому что если будут возвращены мобилизованные, что казалось бы справедливо, то нужна будет новая мобилизация. Люди примерно так рассуждали. И в этом смысле они как бы уклонялись, они закрывались от этой проблемы, старались ее не слышать, потому что вот была эта причина, страх за собственную шкуру, которая заставляла их не очень сочувствовать и не очень участвовать в этом, не очень поддерживать это движение. Сейчас особый цинизм того, что сейчас мобилизованные объявлены, жены мобилизованных объявлены иноагентами, заключается еще в том, что мобилизованных становится меньше и меньше. Они воюют уже 1,5 года, там много погибших, и их доля в войсках падает. И в этот момент власти решили нанести этот удар, когда, как бы гарантированно он, как им представляется, не вызовет возмущения. Это уже не может развиться в такую большую проблему. 4 июня Польша возвращает 200-метровую буферную зону на границе с Белоруссией. 2 польских региона у границы с Белоруссией получат так называемую серую зону. Все из-за действий белорусских спецслужб, которые поставляют мигрантов на границу, создавая напряженность. Китайский космический аппарат совершил посадку на темной стороне Луны. В сети распространяется видео как раз с той стороны, которую люди никогда не видели. Лунный зонд Чаньэ-6 будет собирать пробы грунта. Я хочу напомнить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке. Ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам существовать и развиваться, и снимать новые видео. И мы вам за это благодарны. Не останавливайтесь на достигнутом, пожалуйста. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Все это тоже непременно очень важно. На этом все. До встречи и хороших вам новостей.